Вот такой вот Tandil TD98 Mini. Маленький, компактный и очень яркий и прикольный проектор. Я вам скажу сразу, что данный проектор стоит не все деньги мира. Поэтому сегодня он будет у нас на канале. Вы меня просили давать что-нибудь ультра яркое на дешевле $200. Пожалуйста, нашел вам. TD98 Mini. Смотрите, с какой панелькой. И вообще я вам скажу. Сзади у нас есть и LAN J45, и 2 USB, и наушники, AV-выход, HDMI 1, HDMI 2. Плюс у нас спереди есть, кстати, сверху целая панель у нас. Целая панель вот это вот управление. И сбоку даже у нас можно менять фильтр, менять и чистить беспроблемно. Слушайте, ну пульт самый обыкновенный, с фокусом. Самый обыкновенный пульт. Ничего примечательного. Хотя приятный в руке. И давайте так, я сразу говорю, что он за свои деньги получился нормальный. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А вот дальше мы уже будем разбираться, что в нем нормального, что они урезали ради экономии на канале Технозон. Поехали. Ну, мы с вами на Алиэкспресс. Стоит на момент съемки 182. Актуальная цена по ссылке в описании под видео, как я уже говорил. И тут вот будет и разнос, и не разнос, и похвалы. Сразу говорю, 23 тысячи люмен. И как они пишут, 2300 ANSI. Зачем они это пишут, никто не понимает. Потому что 23 тысячи люмен – это оптические люмены источника света, и как это такое более маркетинговое. И обычно китайские производители пытаются разделить на 10 и получить, просто написать 2300 ANSI. Потому что его в лучшем случае надо делить на 16, если не на 17. Потому что это даже они используют не простые оптические люмены, они используют люмены источника света. И то, что они заявили 2300 ANSI, это немножко не так. Мы делали замеры. Фотки вы видите, мы использовали очень точную методику, очень темный экран, по бокам он чуть-чуть, вернее, очень темное помещение, по бокам он выдает меньше световой поток, в центре больше, если брать даже по пикам, вот у нас больше 1000-1200 ANSI не получалось. Но, на секундочку, за $181 получить 1000 или 1200 ANSI люмен, это прям очень классно. И он реально яркий. Вы сейчас видите, мы его тестировали в светлой комнате. Она абсолютно яркость, прям невероятная. И контраст у него действительно неплохой. Это Full HD проектор. У него есть поддержка ARC, есть поддержка CIC. Это мы тоже посмотрим. 2х32 формула памяти и 2 динамика 15-ваттных, которые, откровенно говоря, мне не понравились. Но опять же, цена решает. 4К он действительно декодирует. 32 гигабайта это хорошо. И здесь процессор, кстати, Hi-Silicon. А вот то, что там поддерживается 6D Keystone автоматически, автофокус и все остальное, оно работает просто идеально. Вот то, что они здесь сделали, оно просто работает идеально, дает правильную трапецию, дает правильный фокус. HDR10+, они зря пишут, его абсолютно здесь никакого нет, это неправда. Они просто фигурируют это в рамках того, что достаточно яркий процессор. Wi-Fi 6 тоже абсолютно не обращайте внимания. То есть я сразу иду к тому, что без внешнего ТВ-бокса использование такое себе. Хотя ютубчик работает и стриминговые сервисы работать будут. Так, фокус, автофокус система, оптическая система, вам все равно придется его чистить, это однозначно. И чем чаще вы будете чистить, тем лучше. Да, можно, смотрите, можно кастомизировать картинку, и можно они вот правильно делают, что они пишут, можно ее дорабатывать, докалибровывать, но только для внешнего HDMI сигнала. Видите, from HD сигнал. То есть они специально это пишут и правду. Мне нравится, когда пишут правду. Не вижу. Вот его проекционная дальность. 50 дюймов это 1,7 метров, 70 дюймов 2,38 метров. Рекомендованная 100 дюймов 2,90, 3 метра, грубо говоря. 120 дюймов 4 метра. При этом яркости достаточно для того, чтобы проекционные эти дальности обеспечить. Вот мне очень понравилась вот эта вот панель сенсорная, хотя практического исполнения ей нет. А как бюджетный проектор он получился неплохой, но есть один минус, он достаточно шумный. Я вам могу сказать, так как его укомпактили и очень много разных технологических шумов, которые из него выходят, это прям вот иногда раздражает. Хотя если вы поставите где-то под потолком, то вы даже замечать не будете, либо поодаль от вас сзади, то вы это действительно замечать не будете. В целом, переходим, тестируем. Как я уже говорил, ссылки в описании под видео. Ну а если вы не знаете, какой ТВ-бокс для него купить, то, конечно же, Technozon.com.ua в Украине проверенный ТВ-боксы с гарантией, еще и с подарком по промокоду Технозон. Поэтому переходим, тестируем, вернемся на выводы. А вот яркость действительно удивляет. Слушайте, очень яркий, приятный проектор по поводу своей, именно в рамках своей яркости.
Действительно, меню переключается достаточно быстренько. А ну давайте зайдем в приложение. В приложениях базовых есть файловый менеджер Bluetooth Dynamic, Chrome, iOScast, Miracast. Это обыкновенные технологии трансляции. YouTube я только что установил. Если смотреть в AIDA 64, мы видим, что это у нас платформа HiSilicon 3751V350, очень неплохо. 2 на 32 у нас формула памяти, да, это 3751, это 4 ядра по 1000 МГц. Для Full HD проектора вполне хватит. Хотя сейчас попробуем, конечно, как это все дело работает. А вот Mali 450 MP немножко расстроил. Сеть у нас с коннектом 180 мегабит, ну и, как обычно, вот эта вот экономия, она доводит до того, что приходится покупать ТВ-боксы под проекторы. Ну и сразу будем пробовать, как работает мультимедиа. Давайте посмотрим. Сейчас он должен переключиться на Full HD. Хотя сейчас включено Full HD, он уже должен был переключиться. Сейчас посмотрим на качество. На внутреннем плеере это показывает в край... Так, а ну смотрим. Ну, более-менее. Не, ну, слушайте, ну, воспроизводит, а еще и без дропов, что самое интересное. Смотрите, очень ярко, не скажу, что это плохо. Звук, сейчас мы сделаем погромче. Он, конечно, дропить начнет, потому что вот эти андроидовские лейеры. Звук достаточно громкий, не басистый абсолютно. Звук с такой средней громкости. Не басистый, но это вот бюджетный телевизор можно считать. Но ютубчик Full HD 60 FPS работает очень даже неплохо. Ярко, красочно и, в принципе, замечаний у меня особых нет. Коннект у нас 45 мегабит, слабовато, но тоже пойдет для такого проектора. Сейчас попробуем еще, ну вот он VP9 у нас декодирует. Давайте Дикую реку попробуем, что она нам покажет. Тоже VP9. Ну, слушайте, ну, тоже показывает, ну, очень приятно. Прям вот хорошо в затемненном помещении, даже не совсем затемненное, чтобы вы понимали, у нас достаточный уровень освещенности помещения. То есть это не совсем темная студия. Я удивлен, но YouTube работает. Хорошо. Никакого Netflix тут сертифицированного, само собой, нет. В настройках мы можем увидеть с вами, именно, смотрите, настройки проекции, которые мне очень сильно понравились. То есть у нас автоматическая фокусировка, ручная фокусировка, масштабирование, автокоррекция трапеции при смене, автоопределение препятствий, автоматическая установка экрана. Это значит, он будет ее вписывать. Автоматическая коррекция трапеции. Ну давайте, причем... просто автоматическая. И ручная коррекция трапеции, и сброс. Также есть методы проекции. Прямая, обратная, прямая, перевернутая, обратная, перевернутая. Ну, лисичка, дерни проектор. Сейчас проверим, как трапеция у нас выстраивается. Просто там раз. Смотрим. Есть. Видите, испортилась трапеция. У нас фокус настроился, и трапеция стала идеальной. Все, супер. По этим функциям тут вопросов нет. Это, кстати, очень хорошо. Дальше в системе тут смотреть абсолютно нечего. Никаких Google сервисов нет. Есть поддержка Wi-Fi. И в приложениях есть только то, что я установил отдельно. А вот что в настройках нас заинтересовало, это то, что у нас, ну, во-первых, у нас есть источник загрузки. Это значит, мы можем выбрать HDMI 1, HDMI 2, либо AV-порт, либо выключить. Настройка включения, это будет режим ожидания, либо включить, либо, ну, режим ожидания, это значит, что если у вас пропал свет, включился, он будет в режиме ожидания, а не включенный. Запланированное выключение можно сделать там через сколько, ну, это, грубо говоря, таймер отключения. Время включения заставки через сколько. Есть поддержка IRC. Для, допустим, HDMI вы можете подключить свой ресивер для многоканального звука. Есть поддержка ЦИК. То есть можно пультом, ну и вообще включать-выключать с приставками, например, параллельно. Больше ничего интересного нет. Есть режим Bluetooth колонки, но с таким качеством звука я, откровенно говоря, не обращал бы на него внимания. Miracast — это обыкновенная трансляция. В принципе, она выглядит как обыкновенный монитор дублирующий. Но так как у меня Google Pixel, то законнектить не могу. Буду коннектить через приставку, которая подключена. Давайте оценивать качество изображения. Во-первых, слушайте, мемса здесь нет. Это я уже понял. То есть слишком дешевый для мемса.
Проверяем на плавность 24 FPS Motion Test. Ну и, конечно, мы не получим здесь плавной картинки. Но это от такого проектора мы не ожидали за такую цену таких достижений. Проверяем тестовые картинки и смотрим, можем ли мы регулировать здесь какие-то параметры. Ну, у нас нет оверскана, это хорошо. По яркости отлично откалибровано. Давайте буду показывать, снимать смартфоном, потому что камера, скорее всего, не передаст. Давайте мы... Вот, видны все прямоугольнички, как и по контрасту. Блин, а ну сейчас... Во. Все, а ну сейчас по яркости смотрим и по контрасту смотрим. Есть. То есть он полностью откалиброван, данный проектор. Основные цвета, оцениваем ambient эффект, отличные. Основные цвета ровные, четкие, без вкраплений, без затемнения по углам. Ну, градации это такое себе дело. Оно сейчас именно по основным цветам интересно. Да, очень ровные, четкие цвета. Зеленый, красный, основные, синий, голубой. Это у нас белый, но белый так не видно, конечно. Синий, еще один, серые пошли, а это черный. Черный, вполне приемлемо, вообще все показывает. Смотрите, все разделения есть квадратов, и здесь у нас очень правильная калибровка, то есть видны здесь два, и по одному в каждом прямоугольнике. Вот так вот должно быть на проекторах. Яркостно-контрастный анализ он проходит. Основные цвета тоже ничего нам сюрпризов не принесли. А вот здесь вот тоже правильно, видите, откалибровано. Здесь есть процентовка. И видно в каждом из цветов вот эти вкрапления тоже говорит о том, что у проектора достаточная контрастность и яркость для того, чтобы пройти такие тесты. В сером, в синем, в зеленом. А здесь пошло в пересвет камера сейчас. В зеленом, в красном тоже абсолютно правильно все работает. По линзированию. Абсолютно минимальный эффект линзирования. Да, оптика вся выпуклая. Это выпуклая линза. И, в принципе, они могут этот эффект давать, но здесь он минимален. Хотя он есть, но он очень-очень минимален. Очень даже прилично сделали. Расстраивает, что нет мемса, конечно. Это чистая Full HD матрица. Девушка выглядит идеально. Ну, вот видите, RGB 0, это черный цвет вот это вот заливки. Тоже отлично, хорошо выглядит. Как проекционный использовать? Ну, он дает маленькое изображение на среднем расстоянии. Знаете, это вот короткофокусные проекторы. Не скажу, что... Хотя, в принципе, можете использовать. Рассчитывать на вау-эффект я бы не стал. В целом, по тесту мне понравилось. Кстати, не надо даже докалибровать. Но тут есть еще один момент. Дело в том, что вы не можете докалибровать конкретно по изображениям. То есть, только на внешних устройствах. Но сейчас посмотрим по видео, что он может тягать. Давайте посмотрим просто на внешнем устройстве. Пробуем тестовые ролики. Ага, энкодинг формат не поддерживается, хорошо. Давайте пробуем. Ну, это выглядит очень неплохо. Очень и очень неплохо. Ну, давайте я даже вам сниму на такую камеру. То есть это ярко, пересвет уходит. Ярко, контрастно, вообще хорошая картинка. Для воспроизведения лучших форматов советую, конечно же, VLC. На VLC предустановлено, будет лучше. Я думаю, что на данном этапе нам лучше перейти на внешнее устройство, потому что на внутреннем нам ловить больше нечего. На внешнем устройстве мы подключили Xiaomi Mi Box 3 ревизии, Xiaomi TV Box 3 ревизии. И здесь у нас очень даже все прикольно. Объясняю. Основная цель подключения внешнего устройства в данном случае определить, можем ли мы доводить картинку до идеала. Давайте, он поддерживает с внешнего устройства 1080p 60 Гц. То, что там заявлено 4К, это декодирование на внутреннем плеере. И мы только что проигрывали LG Барселону, да, на 4К, и 4К отлично отработала. Давайте сейчас выйдем в главное меню, попробуем проиграть здесь какой-то ролик, посмотреть, как это будет выглядеть. Давайте дикую реку, и хочу попробовать, можно ли доработать внешние цвета. Да, можно. У нас есть режимы изображения, яркий стандарт пользователей. Ну, по сути, вот смотрите, вообще классный, мягкий. Режим ПК неплохо, без постобработки.
стандартный неплох, ну, яркий, совсем яркий получается. Дело в том, что вы в таком режиме можете, по сути, отрегулировать базовые настройки яркости, контрастного насыщения и, в принципе, сделать свою калибровку, но только для внешнего устройства. Вы это должны понимать. На внутреннем андроиде вы не можете регулировать данные настройки. В принципе, ну, будет у нас, получается, так как нет 24-кадрового режима и нет у нас конкретного режима MEMS, то в динамических сценах может быть немного поддергивания. Но это абсолютно нормально. И очень многие стриминговые сервисы так и идут на ТВ-боксах. Давайте включим PlayStation. Так, мы подключили PlayStation. Сейчас посмотрим, что мы по поточному сигналу имеем. VRR нет, HDR нет, 60 Гц, 1080p максимально, что мы можем с вами на нем поиграть. Давайте Astra Room запустим. На нем тестирую, в принципе, задержку и все остальное. Смотрите, проверяем задержку. Достаточно низкая, скажу я вам. Если ставить режим ПК, она будет еще ниже. Режим, давайте сейчас я поставлю режим ПК, мягкий, вот режим ПК. И пробуем задержку. Режим ПК это конкретно без постобработки. Да, результат вы видели на экране. Вот нормальная задержка, в принципе, играть можно. И для консолей с его яркостью тоже использовать, в принципе, можно. Я готов пройти и прорезюмировать данный проектор. В качестве выводов скажу, рекомендую? Да, рекомендую. За эти деньги вполне годная тема пришла. Да, нет 24 кадра, нет MEMS, но за эти деньги их и никогда и не было в проекторах. В принципе, покажите мне конкурента за 180 баксов с MEMS. Да нет его, или с HDR. Нету. Обычно минимум 250-300 долларов. Поэтому рекомендация есть. С вами был Бабл на канале Технозон с учетом всего того, что я сказал. Пока.